Итак, всем привет! Сегодня, как я и обещал, расскажу вам про одну из деталей моего токарного станка самодельного, заднюю бабку. Сделал я ее из гидравлического домкрата, одноштокового, с выкручивающимся винтом. Раньше делал сначала просто из двух трубок, подбирал. Но когда мне достался этот домкрат, нашел, сразу решил переделать на домкрат. Вроде все получилось, ну и сейчас сами оцените, получилось или нет, это уже вам решать. Я для себя решил. Так, домкрат стоит на швеллерах, ну то есть тут высоту вывел, 2 квадрата поставил, вернее началось все с пластины, ограничители приварены, полоски, дальше квадраты, швеллер, домкрат, короче, центр, когда уже вставленный был вращающийся центр в домкрат, я его зажал в патрон, для того, чтобы выставить центр, ну поймать его. В патрон зажал, все, у меня получилось, что домкрат стоит на уровне одном с патроном, и уже тогда швеллера подгонял, я их разгибал, то есть когда приварил, получилось, что они выше домкрата. Подрезал, равномерно разгибал их, пока ровно-ровно не подошло все по домкрату. И потом обварил. Вот. Зажимается он у меня эксцентриком. Уже на своем станке точил эксцентриковый вал. Ну, это просто, я сейчас покажу, я ее сниму, бабку, и покажу вам, как это работает. Так. Ну, вот сейчас она у меня зажата. Вообще не шевелится никуда. Все нормально, не играет. Теперь я отпускаю эксцентрик. Просто отпускаю эксцентрик. И все. Бабка работает как ей надо. Затянул. И все. И ее уже не пошевелить. Так. Ну здесь вы увидели, играет. Это потому что я уже чуть подраскрутил все. Чтобы не возиться с ключами и так далее. По-быстрому руками все вам разобрать, показать. Поэтому она сейчас здесь вот болтается везде. Домкрат разобрал, короче. Так, теперь я ее разворачиваю, чтобы перед камерой вот так вот вам показать, как она устроена. Снимаю. Опа. Опа, сняли. Так, видно ее, видно. Все. Так, ну ладно, сразу тогда, пока не забыл за эксцентрики. 2 пластины, 2 винта. Винты приварены к втулкам, которые стоят на эксцентрике. Ну и понятно, что вал их поднимает кверху. Он видит, оп, поднял, опустил. И таким путем происходит зажим. То есть сейчас отпущено, оп, и прижал. И отпустил. Все. Ну и это стопорные ограничительные пластины по станине ходят. Так. Дальше. Ну она понятно, что работает. Я же уже сказал вам, что я раскрутил уже кое-чего. Ну, как сказал, после ИА входит и выходит. Все нормально, это работает. Так, теперь я, единственное, где мне сейчас нужно будет ключи, это вот отпустить это колесо. Так. После того, как я сделаю этот ролик, я здесь выставлю зазор, какой мне нужен, и это дело все проварю. Потому что на 10-й резьбе как-то мне не нравится. Боюсь, что она обойдется и потом придется переделывать. Потому что вот видите, я уже туго откручиваю. Я ее уже потянул, резьбу. И поэтому лучше я колесо это приварю до шпильки. Так. Вот 2 гайки. Ага.
Мне ж надо было выкрутить сначала. Сейчас. Ну да. Извините, пожалуйста. Сейчас я быстро закручу одну гайку, чтобы законтрагаять просто. Вот елки. Так. Вот теперь мы выкручиваем пиноль. Здесь стопор у меня, но он сейчас отпущенный. Тоже покажу устройство. Так, что гайка крутится. Гайка крутится. Контрагайить придется еще. Опа, а может выдавит. Не затянул. Ну, как раз вы вот сейчас видите ход пиноля, насколько он выходит пиноль. Так, стопор вообще мы можем. Ага, забыл. Надо же теперь открутить полностью эту штуку. Опа, открутили, по-моему. И выкручиваем винт полностью. И что у меня держит? Так, что там может держать? Странно. Очень. Или распорные кольца держат. Пауза. Так, продолжаем. Чтобы не занимать сильно много вашего времени, я разобрал бабку. И теперь дальше покажу вам, что я тут изменил, что устроил, новое и так далее. То есть вот он наш домкрат, вот он цилиндр сам. Вот так он стоял, домкрат, ну вот так вот. Вот он был собран. Вот так. Вот он шток, винт, который выкручивается с него. Дальше. Сюда я засверлился и вкрутил шпильку на 10 и обварил ее, чтобы она на всякий случай не выкрутилась и не пришлось опять заново разбирать эту бабку, чтобы уже сделать на века. Теперь дальше изменения в штоке. То есть здесь винт я оставил по-старому, как он есть, выкручивается, закручивается, все. С этой стороны, так, видно. Теперь с этой стороны, здесь было еще немного тела, потоньше, меньшего диаметра, и стояла манжета резиновая. Я все это дело срезал, и уже в своем станке, потому что по-любому, когда вы будете делать бабку, у вас уже станок будет. Потому что делать бабку раньше, чем вы сделали переднюю бабку и патрон и так далее, пока не запустили станок, я думаю, смысла нет. Задняя бабка делается в последнюю очередь. Проточил конус под центр задний вращающийся. Все, конус работает, так просто не выпрыгивает, надо выбивать. Когда-нибудь со временем сделаю прорезь, рассчитаю под клин, но это потом. Сверлами пользоваться пока не думаю, такими большими конусными. А задний центр выбивается легким ударом молотка. Но правда надо будет точить еще переходник под сверлильный патрон. Это обязательно, но это в будущем. Так, и вот что получилось, короче, вот наш шток. Здесь почти изменений нет, здесь нужно протачивать под центр. И сделал две канавки, ну сделал 3, но использую 2, хватает, под распорные кольца. Потому что шток в этом цилиндре, он болтается. Долго думал, чтобы придумать, и сделал вот так вот. Распорные кольца, 2 кольца, а здесь она обжимается, ну вот здесь в гайке обжимается. Тут можно регулировать плотность. То есть даже можно накрутить так, что туго будет крутить бабку. Так, теперь одеваю
кольца. Одеваю. Первое кольцо. На место посадить его. Кольца подгонял, скажем так, немножко долго. Потому что хотелось, чтобы был плотничок. То есть я протачивал слегка канавку, одевал кольцо, пробовал в цилиндр с-под молотка. И когда уже с-под молотка начало все дело у меня заходить, как раз кольца тиранулись. И получилось так, что этот шток теперь ходит плотно. Кольца подрезал так, чтобы под стопор, под этот стопор он проходил. Ну, правда, практика показала, что пиноль, я не знаю, дальше середины выдвигать вообще даже меньше. Ну, вот до этого кольца в основном выдвигается. Так что здесь кольца можно не обязательно. Я вот сейчас снял, когда разобрал, у меня кольцо это стояло вот так. То есть до него не доходит, когда точишь. Настолько такой вылет хватает вполне. И все, стопор, никаких шпонок, ничего я пока не мудрил. Вот. Дальше теперь сюда у меня ставится, гайка накладывается, шайба. Потом это дело все вставляется внутрь. Отсюда выходит и уже накручивается это рулевое колесо. Тут тоже загнал гайку с резьбой и контрагаю, но потом я это дело все заварю. Вот, и теперь вот это вот сейчас нужно мне вставить туда. Сейчас самое главное будет это кольца заправить. Потому что я хотел здесь фаску сделать на станке. Ну, вот этот цилиндр я не смог выкрутить с подошвы домкрата. И поэтому в патрон зажать у меня никак не получилось. Ну ничего, сейчас. Так, сколько тут еще можно выкрутить лучше. Здесь отверстие я сверлил на 14. Потому что сделал 10-е не по центру. Из-за того, что я не смог открутить ее, с той стороны внутри центр был. Видно его было. А отсюда нет. Тут пришлось мне сверлить наугад. И поэтому с 10-й, ну, с 10-го отверстия я рассверлил аж на 14. И то все равно, видите, вот края у меня зализаны шпильки, потому что, ну, касается, короче, упирается. Но это не страшно, не смертельно. Вставляется она вот так вот. Ага, ее надо вставлять. Сделал я еще 2 недели назад, уже и забыл, как собирал, как я с ней возился. Ну, желательно, короче, сначала кольца направить по месту, где будет стопор. Так, сейчас по подосу устроим. Вот оно, кольцо уже и пошло. И тут вот сейчас надо... О, есть одно кольцо зашло. Вот оно уже плотно. И плюс второе можно слегка и подстукнуть. Так, наверное, фанеру. Ого! Не, сбило кольцо. Ай-яй-яй. Пауза. Сейчас кольцо поправлю или новое сделаю и продолжим. Так, продолжаем дальше. Мое косячное видео. Короче, моя ошибка была в том, что я не поджал кольцо. Оно сейчас свободно. Это плотно, оно зашло. А это свободно, я начал колотить. Давайте, попытка номер 2. Опа. Так, шайба стоит, гайка стоит, все. Можно встромлять. Опа. О, и это встало. А вот теперь надо поправлять кольцо. Потому что по-другому никак. Значит, надо брать отвертку. Тую. Тарабаню. Опа. Так. Так, сейчас майку выможу. Так.
встает. Плохо, руки скользкие. Опа. Ну-ка. Ага. Зашло, но что-то туго. Хуйня полная. Вот что, блядь, туго. Опять тупанул слегка. Винт уже уперся здесь, а я забивал. Его надо закручивать и подбивать его, вот, и тогда становится все на место. Вот, слышно, уперся, все. Хватит его мучить. Откручиваю. Так, руки грязные, жирные. Так, ну и вот. Теперь нужно повернуть пиноль под прорезь эту. А это значит что? Это надо идти в тисы. Пауза. Итак, совместил я паз с отверстием под стопор. Все, можно собирать. Вставляется вот так. Теперь эту закручиваем гайку. Так, потом это затягивается все. Так, стопор надо сразу попасть, чтобы уже не сбился он. Так, вроде попал. Вроде есть. Теперь шайба. Есть. Теперь это другая шайба. Вот она, смазанная, которая сюда. Наворачиваем колесо на шпильку. Так. Наворачиваем колесо. Ну, короче, она у нас сейчас должна уже пойти, сейчас втягиваться. Вот, пожалуйста. Опа. Она у нас втягивается. Шайба гайки. Так, ну в принципе и все видео. Просто я не знаю, кто хочет дождаться окончания. Мне осталось только отрегулировать зазор на этом колесе. Так, ага. Центр потом. Еще гайку не закрутил. Опа, ладно, пойдет. Так, теперь вот эта уплотнительная резинка. Я понимаю, что для токарных дел это резиночка, это так. Ну, практика показала, что это не так. Шпилька это она, шпилька, пиноль держится нормально. Конечно, эта бабка не для таких токарей, не для специалистов. Но да, у специалистов и станки другие. А для тех, кто хочет просто себе хоть какой-то станок дома заиметь. Так, короче, ладно, потом закручу. Там надо резинку сажать на место. Вот, центр. И все. И бабка готова. Выдвигается и задвигается. Так, видно будет вам, да? Да, видно. И получается, винт выдавливает, все нормально ее. Это находит, куда вам надо. Вот такие дела. Да, видео получилось косячное, но делать красоту из ролика что-то как-то не хочется. Мне задача была вам показать, как можно из гидравлического старого домкрата, который уже не гожий, валяется ржавый, сделать вполне приличную бабку на токарный станок. Заднюю бабку. Все. Ну и стопор, понятно, работает. Ага. Туговато сейчас даже было. То есть
застопорили. Уже намного тяжелее она идет, и она у вас уже никуда не пойдет. Ну, сейчас пошла. Короче, еще прирабатывать надо. Ладно, опять косяк. Идею я подал, а дорабатывать ее, делать ваша задача, самодельщики. Все, пока. Кому нравится, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.